Всем доброго дня! Приветствую вас у себя на канале в новом видео. Возвращаюсь я с работы и немножечко покажу вам а, улицу нашего завода. То есть, наш завод, предприятие, где оно находится и какое. Немножечко громко разговаривать не могу, уж извините за звук, потому что сейчас нахожусь на проходной и немножко вам покажу. На проходной нахожусь за ПТН. Это ОАО «Светлогорский химволокно». Вышла не через свою проходную, через другую, но тем не менее покажу и эту, и свою одновременно. Сзади меня находится сейчас магазин «Стекляшка», его у нас называют в простонародье, да, магазин предприятия, а он промышленный. Он так и называется, если вам видна вывеска ОАО «Светлогорский волокно». Вот так это выглядит. Ну, сейчас поверну камеру, немножечко покажу саму проходную, чтобы вы понимали, что это такое. Вот так вот выглядит территория возле проходной. И вот здесь находится у нас проходная за ПТН. Завод полиэфирных текстильных нитей. Завод по производству полиэфирных текстильных нитей. То есть у нас на предприятии несколько проходных. Я работаю на самом химволокно именно. Такие вот клумбы, в принципе, территорию облагораживают. На территории, конечно же, я снимать не могу. У нас это запрещено. Если вам там вдали видно, там висит колючая проволока. И иногда делают обход. Да, прям с собаками, не поверите. В прямом смысле этого слова. И вот такие вот елки висят. Ну, сейчас пройдем немножко на дальнюю проходную. Не на дальнюю, а на вторую я покажу, через которую проходную хожу я на работу. Сейчас была в бухгалтерии, просто от бухгалтерии уже мне ближе идти было сюда. Вот такая вот вывеска. Химволокно. Там, где магазинчик нарисован, типа булочки, батоны, был продуктовый магазинчик, но он сейчас не работает. Прямо на проходной был такой небольшой, но его закрыли. И вот если вам видно время сейчас, 15:33. Я еще только вышла с работы, с проходной, можно сказать. Буду ждать автобуса. Ну, минут 5-10 задержусь. И да, тепла у нас сегодня 23 градуса на 7 сентября. Вот такие вот дела. Немножко минут на 10 задержусь, повторюсь. Покажу вам вторую проходную. И здесь же парковки находятся для машин, кто ездит на своем транспорте. Вот сейчас впереди у нас здание, хочу вам показать. Когда-то здесь было кафе, столовая ниточка, не кафе даже, а можно сказать, статус. Ну да, в принципе, статус кафе. Сейчас от него толком ничего не осталось, потом его отдали в частные руки. Здесь было частное предприятие по производству картонной, бумажной упаковки. Не знаю, что здесь нарисовалось сейчас, но стекла вот такие вот обшарпанные полностью. На противоположной стороне находится Светлогорский ДСК. Мне нравится, вон там вон такая беседка стоит. Дом-шалаш называется. Прикольная штука. Вот интересно стали сделать. Беседка вместительная и стеклами заграждено, если вдруг пойдет дождь. Практично спрятаться. В здании теперь сейчас висит табличка «Аренда» и номер телефона. И значок «Ведется видеозапись». Да, частные предприятия у нас, к сожалению, долго не живут, даже если они перспективные. И там вот на перекрестке у нас недавно сделали автомойку, мойка самообслуживания. Тоже считаю, что вещь удобная. Дальше улица от перекрестка пошла в город, называется Свердлова. И идет она прям длинная, упирается в железнодорожные пути, в мост. Она одна из самых длинных улиц в городе. И сейчас мы с вами подходим к основной нашей проходной. Здесь парковки две, как вы можете видеть. Поскольку здесь находится рядом заводоуправление и въезд транспортный, транспортная проходная, одна из. Вторая находится подальше немножко. И вот так вот это все выглядит. С противоположной стороны находятся участки садовые, типа огороды, как у нас их называют. Вот, к сожалению, шумят машины, но, увы, люди едут с работы, и так получается. В общем, с правой стороны находятся садовые участки, их у нас называют просто огородами. И вот там вот наша проходная, через которую хожу на работу я. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит сблизи. Тоже написано химволокно. Уже у нас 15:42. И у меня, как назло, вот там вдали ушел перед носом автобус, который идет в мой район. Ну да ладно, подождем следующего. Такие вот у нас остановки, самые обычные.
досками объявлений, с расписанием. И там дальше просто стеклянная. Я сейчас направляю камеру на кафе «Ниточка». На первом этаже находится магазин, на втором этаже именно кафе, где можно покушать, где можно заказать банкетный зал. Там есть банкетный зал, организуют разные мероприятия, дни рождения, свадьбы, торжества, в общем, все, что вам надо. За ваши деньги любой каприз, условно говоря. Такие вот дела. Цены, в принципе, в кафе приемлемые для нашего города. Это нормально. Сориентирую вас, прям не скажу, но пообедать рублей 10-15. Прям плотно пообедать. Первое, второе, компот. Ну, почти. Рублей 15 будет. Там дальше пятиэтажное здание «Сахим», наше заводское управление. И вот здесь трехэтажное тоже. Вот так это вот все выглядит. Вы меня часто спрашиваете, где я работаю. Вот здесь вот я и работаю. По крайней мере, об этом спрашивали у меня на основном моем канале, на рукодельном. Ссылочка будет внизу, если хотите, проходите там на вязание. Там как раз у меня про работу и спрашивали. Показываю, рассказываю, где работаю, кем работаю и зачем работаю. Работаю для денег, соответственно, за зарплату, работаю швеей. Это прям по-честному. За зарплату, ребят. Ну что ж, я же уже дома, в своей обычной домашней обстановке. Никуда не заходила, не заезжала, ни в магазин, ничего. Немножечко сегодня у меня такой передых, да, от магазинов, готовки и прочего. Немножечко могу подключиться, чтобы с вами поговорить. Это видео скорее вот посвящено именно, наверное, работе и для тех людей, которые отправляют блогера на работу. Да? Мне раньше часто писали в комментариях, не на этом канале, для тех, опять же таки, кто не знает, у меня есть основной канал, он посвящен вязанию, рукоделию, там же есть рубрика с кулинарными рецептами. Для тех, кому это все интересно, ссылка будет на тот канал в описании под этим видео, проходите и смотрите. Тот канал у меня создан давно, и там уже больше 4000 подписчиков, там рукоделие. И часто очень сыпались комментарии, ну, наподобие того, что вот вам, блогерам, не работаете, идите работайте. Так вот, ребят, проходной я вам показала предприятие, на котором я работаю тоже. Я работаю по найму. Хорошо это или плохо, я не знаю. Это факт, данность. Скорее такой ну, факт просто, да. А на предприятии нам снимать нельзя, у нас это запрещено, поэтому сейчас показала вам проходную, да, работаю я швеей по сменам. У меня скользящий график, да. Это просто факты голые, ничего сказать конкретного не хочу, просто имеет место быть. Плюсы в такой работе, ну, не знаю, наверное, есть. Да, и, ну, наверное, они есть, как бы это стабильно, маломальски стабильная работа, да, зарплата, которая выплачивается в определенные дни регулярно, согласно графику, да, ну, не буду перечислять. Сейчас уже не советское время, когда, ну, и не 90-е. В советском времени не знаю, как выплачивалась зарплата, вовремя или нет, но в 90-е, вот, вспоминаю, многие говорили, что и задерживали и прочее, да. Я в то время не работала еще, училась, но тем не менее, я к чему говорю, это про плюсы, да, работы этой по найму, то, что зарплата выплачивается стабильно. Ну, большая, небольшая, как сказать, да, опять же таки, у всех понятия разное, большой зарплаты и небольшой зарплаты. У нас сделка. Есть нормы, которые нужно выполнять, чтобы получить премию. Ну, кто работал или работает, когда-нибудь сталкивался с этой системой сдельно-премиальной, тут, в принципе, поймет, да. Единственное, что минус мне не нравится, как бы, это то, что график скользящий. Но выбор особо у нас город небольшой, и выбор у нас особо невелик, да. Это, скажем так, из таких минусов. Плюсы, конечно же, есть, наверное, да, это еще из плюсов это соцпакет, оплачиваемые отпуска, больничные листы и прочее вытекающее относительно социальных пакетов, если вы работаете на госпредприятии. Хотя, наверное, сейчас и в частных структурах тоже ввели эти соцпакеты.
Ничего не могу сказать, не знаю, раньше когда-то, тех же 90-х их не было. Если вы работаете сейчас в частной структуре, напишите, как сейчас с этим обстоят дела, потому что сейчас я не знаю. Я с 2009 года работаю именно на этом предприятии, поэтому ну, как бы уже давно, получается, сколько, 14 лет, да. А, Если, допустим, вступает у нас в профсоюзный комитет, есть такой у нас на заводе, да, то это скидки на путевки в детский лагерь. У меня дочка в Чайку ездила, я платила, по-моему, 20% от стоимости путевки только, например, да. Есть санатории, по которым профсоюзный комитет может сделать возврат средств. Ну, что это такое? А, Это когда, допустим, у вас есть показания, вы покупаете путевочку за свою денежку, соответственно, да, и путевой лист потом по возврату уже из санатория, да, путевой лист и справку от врача, что вы нуждались реально в лечении, в санаторном лечении, да, в курортном оздоровлении, профилактике, предоставляется в профсоюзный комитет, и а, вам компенсируют 25% стоимости путевки. Одно время вот такое было. Сейчас тоже, опять же таки, не знаю, потому что давно не обращалась, но у нас есть санаторий, профилакторий в районе, у нас в районе, в котором я живу, Серебряные ключи называется, если, может быть, слышали, это в Гомельской области находится, то тоже были скидки, у них договор с предприятием. Раньше оно было дочерним предприятием Химолокно. Сейчас я не знаю, как оно считается, как оно числится, точнее, санаторий, профилакторий, но тоже с путевки у нас стоят 25%, мы там были дважды. Ну, это для работников предприятия, членам профсоюза и членам семьи работников. То есть не членам семьи, а детям. Если, допустим, путевка берется матери ребенка. Ну, это из основных таких вот плюсов, да, моей работы по найму. Ну, в принципе, за что сейчас держусь, это за то, что стабильная зарплата ежемесячно. То, что мне сейчас фриланс, YouTube не приносит каждый месяц такого дохода. Это вот такой основной плюс, весомый для меня, потому что кто меня смотрел на основном канале, знает, что я вдова, и помощи ждать неоткуда, поэтому держит меня сейчас зарплата. Но что касается минусов работы по найму, то это, наверное, все-таки то, что у вас отпуск тот же, только один раз в год, у вас ограничено свободное ваше время, вы должны подстраиваться, да. Ну, опять же, кто работает в найме, тут об этом знает. Вы должны подстраиваться, у вас сменный график, либо же не сменный, и вы работаете, например, с 8 до 5, ну, здесь у каждого свое, наверное, да, свой рабочий какой-то график, свое рабочее время, под которое вы должны подстроиться, и вы там должны быть, да. Уже какие-то свои планы, свои домашние дела вы уже организуете в нерабочее время, допустим, да. Если вам нужно куда-то съездить, то опять же таки вы будете планировать на свой выходной, либо же свой отпуск. Это вот такие основные минусы, да, работы по найму, которые немножечко ограничивают и сковывают вас в движении, в передвижении и, в принципе, во времени, наверное. Ну, это, наверное, вот все, что я хотела сказать по поводу своей работы. То, что я все-таки работаю, да, чтобы не было вот подобных, типа, иди работай и что-то нам лапшу на уши загоняешь, да, в этом плане, чтобы не было таких комментариев. Хотя, наверное, я предвижу, что они все-таки в любом случае будут, каждому блогеру они прилетают. Если вы блогер, слушаете сейчас, смотрите мое видео, напишите в комментариях, были у вас такие комментарии или нет все-таки. Или, возможно, я ошибаюсь. Ну, на сегодня буду заканчивать. И надеюсь, вас не сильно утомила, хотя бы чем-то была полезна, интересно. То ставьте пальчик вверх этому видео. Не забывайте подписываться на канал, задавайте свои вопросы, темы для болталок. Обязательно будем болтать, обсуждать, рассуждать, разговаривать. Конечно же, общаться в комментариях в том числе. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока.